Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин, как сложится ваша личная жизнь дальше. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ну, в очередной раз мне показано, что семейный до мозга кости. Знаете, хочется сказать, что здесь собрались, костяк такой, да, основной костяк, кто меня смотрит, семейные люди. Это не в том смысле, что вы сейчас имеете семью, а именно вот для вас семья – это что-то такое, знаете, сверхценное. Семья у вас была, есть и будет на первом плане. Вы очень семейный человек, и этим все сказано. Да, у кого-то были проблемы в семье, мы не будем сейчас бередить ваши раны, да, были очень непростые ситуации, и уходы, и конфликты, и предательства, и спасали вы как могли это все. Но у многих не получилось спасти, но тем не менее вы не теряете веру в лучшее. Вы все-таки надеетесь найти женщину, которая станет вашей новой спутницей в жизни. Напишите, ребят, давайте сделаем снова маленький опрос. Вы все-таки надеетесь, да, что у вас будет новая жена, может быть, новая семья, либо же вам просто достаточно отношений, там, может быть, как любовники, либо просто встречаться, да? Вот напишите, какие ваши планы, так, по-честному пишем все, ребят, никто не ленится. Вы любите женщин, в общем-то, которые довольно неплохо стоят на ногах. Вы любите женщин красивых, ухоженных. Для вас это немаловажно. Причем и ваша прошлая женщина была, подобная, да, вот она подходит под это описание, она и следила за собой, и вообще как-то вот по жизни вы обращаете внимание на таких женщин. На замухрышек точно вы не будете даже смотреть. Вы сам очень уверенный в себе человек, вы имеете, в общем-то, свою точку зрения, и порой она у вас бывает такая, непоколебимая, или же непоколебимая, да, как кто-то говорит. Вы человек, который бывает порой довольно вспыльчивый. Почему вы бываете вспыльчивый? Да? Вы же такой няшечка должны быть. А потому что вам делали больно. Вот все очень просто. Десяточка мечей наша распрекрасная нам все объясняет. Вот такой вот сильный, уверенный в себе мужчина, который имеет израненную душу, израненное сердце, конечно же, теперь имеет и вспыльчивый характер. Напишите, ребят, вот стали вы вспыльчивым или нет. Однозначно, многие из вас стали, как спичка, да? И не потому, что вы такой плохой, жизнь вас таким сделала. У вас было очень много стрессов, у вас было очень много переживаний. Конечно же, какие нервы, какая психика это выдержит. У вас и сейчас могут проигрываться из-за вот этой вашей вспыльчивости довольно частые конфликты по пустякам. Это может быть на работе, с друзьями, там, я не знаю, с родственниками, с кем угодно. То есть это, знаете, ваша вспыльчивость, она может даже вас немножечко напрягать, потому что вы, не всегда можете с собой совладать. Это как-то у вас спонтанно, вот реально как спичка. И даже вот как-то, знаете, такое ощущение, что в общем-то, вы даже не виноваты в этом, да, такая вот реакция организма. Вы сами можете переживать, да, вот за такую реакцию. Вы можете что-то сказать в порыве гнева, злости, да, либо же сделать, а потом 100 раз жалеть, а потом ходить к людям извиняться, да. Но это такой отголосок от ваших прежних отношений. Это отголосок из прошлого. Раньше вы не были 100% такой вспыльчивый. Вы были очень такой покладистый, что ли, да. Я не скажу, что слабохарактерный, но вы были более мягкий, более покладистый, уравновешенный. Раньше, я думаю, чтобы вас вывести на конфликт, это нужно было очень сильно постараться. Сейчас ситуация абсолютно поменялась. Вы человечек, который
привык постоянно находиться в движении, активность вот какая-то, да, вы даже не мыслите свою жизнь без активности, да, у каждого она своя, но лежать на диване, ну, точно вам не интересно. Вы постоянно куда-то мчитесь, вы постоянно чем-то заняты. Даже дома вот многие из вас, они постоянно суетятся, что-то делают, да, кто-то убирает, кто-то стирает, кто-то кушать готовит там, ну, то есть, ну, вы не из тех, которые будут лежать перед телевизором по полдня, да, и плевать в потолок. Но это точно не про вас. Семья, как я уже говорила, это ваш такой костяк, ваша основная ценность. И те из вас, кто сейчас не имеют семьи, однозначно у нас по башне разрушенная семья. Поэтому я склоняюсь к тому, что многие из вас потеряли свою семью по той или иной причине. Мы не будем сейчас копаться, да, я знаю, что вы не очень любите, когда я вспоминаю бывшую в раскладах. Ну уж простите, да, я все равно волей-неволей как-то упоминаю. Вы можете закрывать уши, можете пролистывать, в общем, выбор у вас есть всегда. Но тем не менее, в двух словах я все равно касаюсь, потому что это ваш жизненный этап, это ваша страничка жизни, да, и я бы уже поменьше стараюсь это затрагивать. Вы очень хороший отец, вы были хорошим мужем. Кто-то сейчас даже, да, пребывает в отношениях, потому что общий расклад мы не забываем. И те, кто из вас сейчас в отношениях, вы продолжаете вкладываться в семью, да, ну, либо же в этот гражданский брак, если вы не расписаны. Вы пытаетесь, ну, чуть ли не до последней копеечки отдать, либо вложить во что-то, да, купить, может быть, в дом, либо же там продукты те же покупаете. Ну, то есть вы пытаетесь, ну, кто-то раньше пытался, у кого была семья, всю вот финансовую такую материальную сторону отношений взять на себя. Правда, ребят? Ну, вы как добытчики, вы привыкли, да, жить для семьи. Поэтому те, кто из вас сейчас остались в одиночестве, ну, вам реально сложно, вам реально тяжело, потому что, ну, смысл жизни потерян, да. Это все равно, что у корабля забрать якорь, да. Ну и куда он поплывет? Вот непонятно, да. Так, что по личной жизни? Ну, начнем с того, что в одиночестве вы не будете. Это раз. Вы человечек, который все равно, даже если вы сейчас находитесь в каких-то таких негативных энергиях, я говорю о тех, кто, допустим, недавно разошелся, вы все равно оттаете, вот оттаете и станете самим собой. Многие из вас, кстати, будут больше общаться с людьми, вы станете больше ходить в компании. И я бы даже советовала те, кто такие больше домоседы, может быть, ну, либо же стеснительные, я бы советовала больше вот именно бывать в компаниях, в людных местах, где-то там, я не знаю, дни рождения, какие-то посиделки. То есть там у вас даже будет большая вероятность познакомиться с женщиной. Вы женщину свою узнаете интуитивно. У вас довольно неплохая интуиция. Прислушивайтесь к ней, она никогда вас не обманет. Еще, знаете, такой момент, что есть среди вас ребята, которые побаиваются заводить, ну, на данный момент, может быть, отношения, потому что считают, что, ну, денежек маловато, да, может быть, зарплата не очень большая, там, может быть, болезни, много идут на лекарства. Ну, то есть, опять же, у каждого своя ситуация, и вы трезво оцениваете, да, вот всю печальность. Вы прекрасно понимаете, что если заводить женщину, а тем более серьезные отношения, да, вот заводить как собачку, ну точно звучит как заводить собачку, понадобится много денег. Я уже не говорю, что если будет семья. Вы многие, ребят, вот я вам скажу, вы многие, но не откажетесь еще раз даже жениться. У вас основной страх не наступить на те же грабли. Правда ведь? Вот напишите, ребят. Ну, я просто вот вижу, я вижу то, что у вас происходит вот в душе, в голове, в сердце. Вы многие готовы, да, вот, казалось бы, рискнуть. Единственное, что вас останавливает,
Это то, что снова вы начнете вкладывать в душу, вы начнете там до последней копеечки тратиться, да, и снова это не оценится. Поэтому для вас вот есть, ну, есть такие среди вас, кто считает, ну, лучше я буду встречаться, да, ну, по крайней мере, не нужно будет разводиться, делить потом машины, квартиры, еще что-то. Ну, как-то так проще. Вы себя так позиционируете, да. Вы, когда не в ну, вернее, не в браке, вы более-менее так считаете себя свободным. Ну, правда ведь? Вот почему-то мужчины, даже когда живут в гражданском браке, вот мужчины считают, что вот они, ну, как-то хоть немножечко, но свободны, да, ну, штампа в паспорте нет. Есть такой момент, правда, ребят? Ну, если честно. Поэтому останавливает, кого-то из вас точно останавливает вот этот страх от брака, да? Итак, давайте погнали дальше. Смотрите, то, что у вас будут знакомства в каких-то компаниях, да, ну, не все ходят в компании, это понятно. Но то есть там, где будут людные места. Их может быть очень много. Кто-то, может быть, даже ну, в супермаркете познакомиться, ну где угодно. Мы не будем сейчас все это перечислять. Я вам скажу, что вот почему-то вы себя так будете накручивать, вот именно из-за того, что я только что буквально проговорила, из-за своих опасений, даже когда познакомитесь с новой женщиной, будете очень осторожничать. У нас это, ну, практически всегда проигрывается в раскладах. Да, я понимаю, что меня смотрят многие мужчины с одинаковыми судьбами. Страхи у всех одинаковые, но вот оно из расклада в расклад переходит. Ваши страхи какие-то, у кого-то комплексы переходят, плюс ваши комплексы по поводу денег. И опять же, будет ситуация, что вы познакомитесь с новой женщиной и начнете. Кто-то будет комплексовать, а вдруг она обманет, а вдруг она корыстная окажется, а вдруг она то, а вдруг она сё. Но давайте, чтобы вам было не так страшно, да, давайте посмотрим, какая это будет женщина. Это точно не охотница за деньгами, она сама довольно неплохо зарабатывает. Она с характером будет, она не будет вам носить тапочки в зубах, это точно. Но не бойтесь абсолютно таких женщин, с ними, ну, не соскучишься. Но абсолютно не соскучишься, потому что когда женщина имеет свой характер, свою точку зрения, с ней даже интересно. В каких-то моментах вы можете так слегонца поспорить, вы можете где-то что-то обсудить, даже на равных, может быть. И с ней всегда будет интересно. Она такая довольно волевая. Пусть вас это не пугает, ребят. Вот пусть не пугает. Женщина, которая может, знаете, даже сначала внешне показаться вам холодноватой. Вот именно из-за такой своей, может быть, немножко завышенной самооценки. Опять же, не бойтесь, в этом ничего страшного нет. Она не охотница за деньгами ни в коем случае. Она довольно серьезная женщина. Поэтому случайные связи ей точно не нужны. Какие-то развлекаловки точно не нужны. Она будет, скорее всего, разведена, ну, может быть, у кого-то вдова проиграться, да, но то, что она будет свободна, это 100%. С этой женщиной у вас получится, ребят, вот получатся серьезные отношения, она станет вашей новой императрицей. Хотя вы поначалу будете с ней, знаете, вот большинство, я думаю, вы будете общаться сначала как друзья. Это могут быть переписки, да, есть некоторые мужчины, которые любят просто переписываться. У кого-то, кстати, может проиграться, что женщина будет из другого города, либо из другой страны. То есть вы точно будете сначала по интернету общаться, а потом уже как-то это переведете в жизнь, начнете встречаться, сближаться. Ну, то есть осторожничать вы будете в любом случае. Хоть в реальности, хоть в виртуальности, но это будут такие очень-очень постепенные шаги по сближению. Хотя эта женщина вам очень понравится. Еще раз говорю, слушайте свою интуицию, она вас не подведет. Поэтому отбросьте все свои сомнения. Женщина обеспеченная – это раз. Я не говорю, что она миллионерша, но то есть она достаточно зарабатывает. Женщина не охотница за спонсорами – это два.
И плюс она абсолютно не из тех, которые любят направо и налево менять мужчин. Ей хочется тоже стабильности. Она устала, вот эта женщина устала быть сильной. Ей хочется просто рядом надежное такое мужское плечо, который, ну, хотя бы немножко груз ее каких-то вот проблем возьмет на себя. И хочется побыть просто за каменной стеной. Поэтому не накручивайте себя, не переживайте, у вас все будет в личной жизни. Ну, конечно же, те, кто сейчас страдают, кто совсем недавно пережил, да, вот развод, вам придется немножко подождать, потому что у вас идет период затишья, у вас период, когда вам не до отношений будут. Но именно вот те, кто недавно разошелся, я делаю акцент. У вас тоже в дальнейшем будет женщина, но немножечко нужно будет подождать. Пусть улягутся эмоции, пусть немножечко забудется бывшая, и все у вас будет хорошо. Поэтому, ребят, что я вам могу сказать, мои хорошие? Что бы вы мне там ни писали, да, вот то у вас возраст не тот, то Бобик сдох, боже, что вы только не пишете, ребят. Я вам скажу, ваша жизнь в ваших руках. Вы не будете в одиночестве, только если сами того не захотите. Да, это общий расклад. Среди вас, конечно же, найдутся те, кто поставил крест на своей личной жизни, но это будет исключительно ваш выбор. Когда человек чего-то не хочет, ну, силой его не заставишь, да? А так, в принципе, все, вот, ребят, ну вот все из вас, кто захочет новую женщину, новые отношения, она у вас будет, потому что вы будете хоть шаг за шагом, крупица за крупицей, но вы будете делать что-то, чтобы познакомиться, там, я не знаю, телефончик взять, пофлиртовать и так далее. У вас все получится, только если вы этого захотите. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!